Вот такой обалденно вкусный ужин я себе приготовил. Картошка запеченная в духовке с сыром и салат с тунца. А если вы желательно знаете, как это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. Я сегодня решил сделать запеченную в духовке картошку и начинку сделаю из тунца. Это у нас в семье очень любят, и это блюдо очень популярно здесь в Англии, и иногда, если вы идете в паб, то можно там это заказать. И так получилось, что я очень давно это не делал, и решил сегодня сделать, и с вами поделиться методом приготовления этого блюда. Посмотрите, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого. Но это обалденно вкусно. Итак, в первую очередь я взял 4 картошки, у нас 4 человека в семье. Каждую картошку я сейчас пройду так вилочкой. Картошку хорошо я вымыл. Так. И каждую картошку мы сейчас завернем в фольгу и принесем сюда красиво, хорошо в форму. Когда вы заворачиваете фольгу, пытайтесь завернуть так, чтобы было легко развернуть потом. Я покажу зачем. Вот таким образом. И это отправляем туда форму. Главное, чтобы было легко потом развернуть, потому что она еще будет горячая. Как бы. И пойдет выпекаться в духовку 180 градусов на 1 час. Картошка здесь большая, наверное, минус 15 еще добавлю, потому что я обратил внимание, что нормального размера картошка испекается с часом. Но это, может быть, пойдет немножко больше времени. Ну, посмотрим. Так что ориентируйтесь 180 градусов 1 час. Если вам покажется, что картошка еще не готова, потому что нам придется картошку еще разрезать, то добавьте еще 15 минут. Теперь начнем приготовлением для начинки. В первую очередь нам надо через блендер пропустить. Я взял одну луковицу. Сейчас на 4 части порежу. Для блендера пропустим. Бочковые соленые огурцы. Очень хорошо идет сюда. Так, уберем. Здесь есть кейперс. Вот это добавим сюда. Они дадут хорошую такую приятную пикантность. Одну ложечку туда. Немножко у меня укропа здесь свежего есть. И немножко кориандра. Закрываем. И нам надо промолоть через блендер не очень так, чтобы пюреобразно, а чтобы такие все равно мелкие кусочки там оставались. Смотрим. Вот примерно так, достаточно. Сейчас я это немножко уберу здесь. Итак, теперь продолжим делать начинку. Здесь у меня 3 банки тунца, я отцедил от воды, это всего. И эти банки мы сейчас отправим в эту миску. Теперь сюда мы отправляем все с блендера, то, что мы сделали.
Так. Теперь я взял банку кукурузы. Сейчас отцежу от воды. Отправляем сюда к тунцу все. Теперь я возьму белый молотый перец. И добавляем майонез. Все добавляю на глаз. Ну, здесь у меня чуть-чуть майонеза было. Сейчас я... Это мы закончили. Сейчас я с другой банки добавлю майонез. Я думаю, так достаточно будет. И теперь как следует все это перемешаем. Вот и все. Теперь попробую на вкус. Получилось все обалденно вкусно. Теперь накрываю и отправляем в холодильник. И ждем, как у нас картошка испечется. Итак, для следующего этапа с картошкой, как видите, я здесь порезал уже масло. Я считаю, картошка большая, значит побольше масла. Как говорят, маслом кашу не испортишь, и все будет вкуснее. И также у меня здесь приготовлен тертый сыр. Сейчас я из духовки вытащу картошку и покажу, что дальше делать. Будьте очень осторожны, это очень-очень горячо. И как я вам раньше сказал, что если вы заворачиваете картошку, смотрите, чтобы было удобнее вам развернуть, чтобы не обжечься. И теперь ножиком каждую картошку порежем пополам. И сюда отправляем масло. Вот так. В каждую картошку. Но будьте осторожны, это очень-очень горячо здесь. И сюда же в каждую картошку щель мы теперь отправим сыр побольше. Побольше сыра вкуснее будет. Вот так. И теперь я отправлю обратно в духовку нашу картошку. И попытаемся держать в духовке, пока сыр у нас зарумянится. Так вкуснее будет. Я считаю, что минут 15-20 пойдет так. Так что потом покажу, что дальше делать. Вот такой обалденный результат получился. Получилось обалденно вкусно и в то же время выглядит аппетитно. Так, как я вам сказал, картошка у меня большая. Ориентация картошки, выпекать картошку в духовке 1 час. Так как картошка у меня большая, я выпекал немножко больше, чем час. И в то же время, когда вы перекладываете на тарелку, будьте очень-очень осторожны, потому что очень горячо, и там еще горячее масло. И также я это украсил свежим зеленым луком. Итак, я с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. А в моем случае я приготовил запеченную в духовке картошку с сыром, салат тунец с кукурузой. Получилось обалденно вкусно, и это очень популярное блюдо здесь в Англии тоже. И у нас в семье это любят. И я считаю, это блюдо можно легко подавать своим гостям тоже. Почему бы и нет? Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то подобие такого. Почему бы и нет? А время заканчивать это видео. Моя семья теперь садится за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.